Очень много людей. Меня зовут Татьяна Рубашкина, кто еще меня не знает. А, Мы записываем конференцию с Марком Андреасом. Это тот самый Марк, которого мы долго-долго всех ждали. Марк, первое обращение к тебе. Первое, спасибо тебе большое, что ты выбрал время здесь с нами пообщаться. Mark, thank you so much that you find the time to say hello, to contact us. Yeah, very happy to. Да, я тоже очень счастлив. Окей, я буду задавать сегодня вопросы. И первый вопрос, который я задам, это про то, как была создана метод сущностной трансформации. So the first question is, how was the core transformation method created? Yeah, so core transformation was created by my mother, Connie Ray Andreas. Процесс сущностной трансформации был создан моей матерью, Канирой Андреас. And basically she was at a place where she had some major issues in her life that she wanted to transform that wasn't being transformed with the NLP tools. И она была как раз в том состоянии, когда в ее жизни происходили события, которые не могли быть изменены посредством только лишь инструментами НЛП, посредством инструментов НЛП. And so she asked people to come to her who had major issues that nothing else had worked with. И она таким образом решила собрать вокруг себя людей, позвать к себе на консультацию людей, у которых были также проблемы, с которыми ничего уже не могло справиться. And so she kind of joked with them, I don't know what we'll do, but we'll just figure it out as we go and see if we can find something. И она как бы начала вроде бы все в шутку, но я не могу вам точно объяснить. Мы просто сейчас с вами это выясним вот в процессе. And so through that process of working with these people where they had real major issues that nothing else had worked for, the core transformation process was developed. Ну и таким образом был разработан метод сущностной трансформации через вот эти проблемы, с которыми люди не могли справиться при помощи только лишь НЛП. And so then once it was working for other people, then my mother thought, okay, well, now maybe it'll work for me. И тогда, как только это сработало с другими людьми, моя мама подумала, что, ну, возможно, да, это будет работать и со мной тоже. And indeed, she found it a really beneficial process for herself and her own transformation. И она нашла действительно очень действенный способ для себя и для своей трансформации. So that's at least the short version of the story. По крайней мере, это очень короткая версия этой истории. Поняла, Марк. А No, является I ли got it. процесс сущностной трансформации частью НЛП, или вы сейчас это прям отдельно рассматриваете? Can the core transformation process be considered as a part of NLP, or this is some separate technique? Yeah, we usually think about it as an outgrowth from NLP. Мы в сущности рассматриваем это как некий отросток НЛП. Мгм. So it shares a lot of similar principles and presuppositions as NLP. Они разделяют очень много общих позиций, в том числе пресуппозиции, как в НЛП. And at the same time, there are other presuppositions that are important to core transformation that are not in standard NLP. Но, тем не менее, очень много пресуппозиций, которые и существуют в сущностной трансформации, которых нет в НЛП. Мгм. А вот что это за преспозиции, которых нет в НЛП, которые делают уникальной эту технику? And what are the presuppositions that are lacking in NLP and that make this method so unique? Yeah. So one of them is so
Yeah, there could be a longer answer to this question. Yes. Ответ на этот вопрос может быть очень длинным. But maybe a simple answer is that so my mother talks about different stages of transformation. Самым простым ответом сможет быть то, что моя мама полагает, что... Excuse me, can you repeat, please? Yeah, That yeah. my So mother, some talks about stages... different stages of transformation. Моя мама предполагает, что у трансформации очень много разных уровней. And each stage can be important. И каждый уровень очень важен. So for example, like the first stage is just realizing that we have a problem. So Так, первый уровень, мы просто понимаем, что у нас есть проблема. so I might first just be in a state of victimhood where I don't even think that there is a solution possible. В данный момент я, например, могу находиться в состоянии жертвы, где я понимаю, что решение проблемы невозможно найти. And so a lot of NLP, standard NLP, is about being able to realize the things that we can control and be able to take action to actually make change in our lives. Основное в НЛП — это то, когда мы понимаем, что... I'm so sorry again. Can Oh, you that's okay. repeat? Yeah. So a lot of NLP is realizing that the things that we can control and how we can take action to transform. Мгм. НЛП помогает нам понять, что существуют вещи, которые мы можем контролировать и которые мы можем трансформировать. And then at a certain point, sometimes that becomes the problem, where we're trying to transform through taking action. И в этом и есть основная проблема. Иногда мы пытаемся что-то поменять, предпринимая какие-то действия. And so rather than taking more action, what's actually needed is more of a relaxation. Но так или иначе, взамен того, чтобы предпринимать очень много действий или больше действий, нам просто необходимо расслабиться. And so core transformation is a process that allows us to really access a deep kind of transformation that comes from within. И главным образом сущностная трансформация позволяет нам получить доступ к глубокой трансформации, которую мы черпаем внутри себя. And that actually takes less effort. It's И это так или иначе требует меньше усилий. And so, like, an example is one person said that doing processes like core transformation or like the wholeness work, И в качестве примера приведу вам цитату одного человека, когда он сказал, что когда мы делаем либо технику целостности, либо технику сущностной трансформации, it's kind of like if you have a computer, if you have a bug in a computer system, когда вы как будто бы у вас есть какая-то помеха в компьютерной системе, какой-то вирус. he said, the other methods I tried, it was like adding additional layers of code to try to solve the problem. И он сказал, что я как будто бы добавляю разные слои, разные коды для того, чтобы решить эту проблему. Whereas with core transformation, what it felt like was actually just debugging the system, getting back to the original code before there was a bug in it. И он отметил, что когда мы имеем дело с сущностной трансформацией, то мы как бы убираем этот вирус, убираем эту помеху и просто возвращаемся к изначальному чистому коду, и все становится в порядке. Or for another metaphor that I like is if Или you вот еще одна метафора, которая мне нравится. if you break your arm and you put a cast on it, Когда вы ломаете руку и вам накладывают гипс,
that's an important thing to allow a certain level of healing to take place. Excuse me once again, please. Sure. Yeah. No, repeat, please. Oh. So yeah, So so with that's its cast? yeah, so if you have a cast on the arm, that's an important thing to have the healing take place. The broken Да, arm heal. да, очень важно, когда вам накладывают гипс, самое важное — это выздоровление. But at a certain point, the cast becomes the problem. Но так или иначе гипс сам по себе является проблемой. And so, in a sense, core transformation is a way to remove those casts that we don't need anymore. И вся сущностной трансформации в том, что нам необходимо удалить этот гипс, который технически является проблемой. And if we're walking around with all these casts on us, things get challenging, and we can be more rigid, and it's harder to just really be our true selves. And so core transformation can help that come off. И когда мы ходим, носим на себе весь этот гипс, мы становимся такими неповоротливыми. Это очень тяжело, и в этом смысле сущностная трансформация помогает нам освободиться от всего этого. And this is one of the things that drew me let me say that again. This is one of the things that to me is so profound about this method, is that the transformation comes from within. It's not something that I give to my clients. I just help them reveal it. И самое глубокое для меня в этой практике — это то, что клиенты находят в себе ресурсы для трансформации. Я им ничего не даю, они сами раскрывают в себе этот потенциал. That we all have these core states of being that we can lose touch with them. We can lose track of it, but it's always there. У нас у всех есть какие-то сущностные состояния, и мы просто должны найти с ними связь. Мы просто теряем эту связь, и ее необходимо снова восстановить. And that these states of being that we can access through core transformation, they're indestructible, and everyone has access to them. И самое интересное, что эти сущностные состояния, мы все их можем получить, и в дальнейшем просто невозможно растерять. И у нас у всех есть потенциал их раскрыть. Что такое сущностные состояния? What are those states of being? Yeah, so some examples of core states would be something like oneness, or peace, or presence. Ну, в качестве примеров такие состояния, как соединенность, покой внутри, состояние умиротворения. And these are just states of being that can be experienced regardless of what happens or doesn't happen. И вот эти состояния умиротворения, покоя, единения, их возможно получить независимо от того, что происходит вокруг вас. Yeah, and the beautiful thing about the process is that it's the very things we don't like about ourselves, our limitations, the things that we want to change, those become doorways to these core states of being. И самая прекрасная вещь в этой практике — это то, что все ограничения, то, что нам не нравится в себе, может стать прекрасной возможностью все поменять. У меня вопрос. А вот эти сущностные состояния — это то, с чем рождается человек? Или это то, чему нужно научиться, и мы приобретаем это со временем? Those states of being that you mentioned, are we born with this, or this is something that we have to obtain during our lives?
Yeah, we're born with it. Да, мы с ними рождены. Yeah, it's more that like over time we can get disconnected from it, but it's always there. It's always been there and it always will be. К сожалению, мы как будто бы теряем с ними связь, но так или иначе, не всегда с нами эти сущностные состояния. Мы просто утрачиваем связь. Мгм. А почему так происходит, что эта связь утрачивается? Why do we get disconnected with those core being state? Yeah, so that's probably a deeper question. Очень глубокий But вопрос. we could probably spend a lot of time on that question, but I Мы think потратим много времени, но я думаю, что I think a simple answer is that it's the natural life journey that we all go on. So, здесь очень философский ответ, просто такова жизнь. Вот так она устроена, так она течет. we kind of come into the world as a baby with this undivided consciousness, this state of being. Это достаточно общая история для всего мира. Вот когда ребенок рождается, у него вот еще такое неразделенное сознание, и у него все эти сущностные состояния как будто бы присутствуют. And then life happens, we go through challenges, we develop defense mechanisms and these sorts of things. Ну, а затем случается жизнь, мы преодолеваем преграды, случаются разные истории, мы развиваем вот эту броню, начинаем защищаться, ну и, соответственно, происходит все, как происходит. And then if we're lucky enough, we get to have these opportunities to reconnect with those core states of being that are always there, they're always available. Но если мы счастливчики, то нам предоставляется возможность воссоединиться с нашими сущностными состояниями и вернуться к началу начала. And this core transformation process makes that easy. It makes it easy to access this again. И процесс сущностной трансформации облегчает этот процесс возвращения своих утраченных сущностных состояний. Мгм. Mm. А каждый ли человек может достичь сущностного состояния, или есть кто-то, кому трудно это сделать? Can you tell us, can every person achieve that core being state, or there are people who cannot, who will never get? Oh, well, I probably can't answer that, but my belief is that anyone and everyone can access it. Я, наверное, не смогу так сказать и оценить, но я верю, что любой человек абсолютно может это сделать. А были в практике Марка люди, кто не смогли достичь сущностного состояния? Oh, so have you ever had in your practice a person who had never achieved the core being state? The Oh, being state, the state of being. what I can say is it's very rare, but once or twice I've had someone where I wasn't able to guide them to that experience in the session. Ну, это очень редко, но один или два раза у меня были такие клиенты, которых я не смог провести через эти процессы. However, I don't doubt that they could access that, but I wasn't able um, to guide them there in the session in the time that we had. Я не сомневаюсь, что они не старались пройти через этот процесс, но так или иначе у меня не получилось их провести к результату. Мгм. And that's there's really one person that I have in my mind, and she wasn't really bought into the process. Ам, Сейчас у меня всплывает в памяти один человек, но она была
как-то не очень вовлечена в процесс. So my sense is that if she had the motivation to stay with it and do the process a few times with me, that we could have gotten somewhere. But she wasn't really motivated herself to do it. Если бы она была более замотивирована, если бы она работала над собой еще помимо того, что мы с ней вместе делаем, то, конечно, у меня было бы больше возможностей привести ее к результату. Мгм. Yeah. So this is just like one or two people in almost 15 years of guiding clients through this process. And of course, most people who come are motivated and interested in going through the process um, and do get to these core states. Ну, за 15 лет практики это всего лишь 1 или 2 человека, поэтому если люди остаются замотивированными, те, кто ко мне приходит, то, конечно, они спокойно проходят все эти процессы, трансформируются, получают результат. Мгм. Yeah. And including some people with really challenging, really tough issues, things where nothing else has worked for them. В том числе даже те люди, которые проходят через очень тяжелые испытания, которые практически нерешаемые, они в And любом I'd be случае happy to получают результат. share some examples, specific examples, if that would be helpful. И я буду рад поделиться с вами конкретными совершенно примерами, если это будет вам полезно. У меня вопрос, вот за 15 лет, а сколько в принципе сессий таких Марк провел сущностной трансформации? Mark, how many sessions of core transformation have you held in your life for Oh, those I have 15 no years? idea. Никакой идеи. A lot. Много, много. Yeah, I that would be a calculation that I haven't attempted to do, but I've Я никогда probably, не решился бы на эти подсчеты никогда, но я бы, возможно. yeah, I mean, I've worked with close to 1,000 clients. I know that. And core transformation is my main modality that I use with clients. Я работаю практически с почти 1000 клиентами, и а, процесс сущностной трансформации — это основополагающая техника, с которой я работаю с клиентами. Мгм. А, ну, два вопроса одновременно, хорошо, последовательно буду задавать. А, э, Марк, не мог бы ты поделиться, с какими проблемами приходят клиенты и какие результаты они потом получают в жизни? Or can you share with us what are the requests and problems that clients are coming to you with? And could you please share with us the results of those people? Yeah. So again, this could be a long conversation. There's lots of examples. Да, это может Uh, быть очень длинный разговор, потому что очень много у меня примеров. But for me, the main thing that people come for is anxiety of various forms. Ну, самая основная проблема, с которой люди ко мне приходят, это беспокойство, тревожность. Мгм. And so there are a lot of examples of people transforming anxiety, whether that's performance anxiety or anxiety about getting onto a plane. И так или иначе люди все равно трансформируют эту тревожность. Либо это будет страх публичных выступлений, либо это будет страх полетов на самолете, Or more generalized anxiety. или какие-то, общая какая-то тревожность. And I also I see a wide range of clients for a wide range of things as well. И у меня, просто огромная палитра клиентов с огромными, самыми разными проблемами. So one woman that I worked with had an intrusive thought that would just
come into her mind and occupy her time. Um, И and she wanted to get rid of it. я как-то работала с одной девушкой, у которой была одна навязчивая мысль, которая просто, когда к ней приходила, занимала все ее мысли, и она просто хотела избавиться от этого навязчивого состояния. And so in this particular case, it was an example of we did a core transformation session on that particular thought, that particular experience, and that transformed it for her. It wasn't a problem for her after that. И мы сделали процесс сущностной трансформации конкретно на эту мысль. Мы трансформировали, преобразовали эту мысль, и это перестало быть для нее проблемой. There was a man in one of the core transformation trainings who quit smoking using core transformation. У меня даже был один мужчина, который перестал курить при помощи техники сущностной трансформации. Он приходил к нам на тренинг. And recently in our practice group that we run, a number of people transformed nail biting, stopped nail biting using core transformation. И в нашей практической группе, которая с нами постоянно занимается, мы решили проблему грызения ногтей. Они перестали грызть ногти. And some more serious examples. There's somebody that I worked with recently who had a history of childhood sexual abuse and trauma. И вот у нас есть более серьезные случаи, когда человек пережил сексуальное насилие в детстве, получил такую тяжелую травму. And one of the effects of this now was that he was having these jerking responses like 300 times a day. Excuse me, jerking responses. Jerking, so his body would just involuntarily shudder, like jerk. So it doesn't happen anymore. It doesn't happen anymore, but that's what was happening when he came to me. И когда этот клиент пришел ко мне, у него случались припадки, у него начинало трясти тело, и теперь этого больше не происходит, потому что мы сущностную трансформацию провели с ним этот процесс. And so obviously this was impacting his daily experience in a negative way. Ну и естественно, эти припадки, они очень сильно омрачали его жизнь каждодневную. And through about 4 core transformation sessions, that completely transformed for him. Those И responses no longer happened. спустя буквально 4 сессии сущностной трансформации припадки прекратились. And we're still working together now. I think it's been almost 2 years since we began. Now we're working on other things. М, But that response is still transformed almost 2 years later. мгм. И мы с ним до сих пор работаем уже где-то сейчас 2 года. И сейчас мы работаем совсем по другим вопросам, но подобные припадки уже давно прекратились. Мгм. And well, I could go on with lots of stories. Do Я you want могу вам more, бесконечно or should we рассказывать истории. should we go to the next question? Если хотите еще, то я расскажу еще. А так мы можем передвигаться к следующему вопросу. Следующий вопрос. Вот сколько в среднем сессий нужно пройти, процессов сущностной трансформации сделать, чтобы вот прям конкретный результат в жизни получить? Одного достаточно? Can you tell us how many sessions do we need to get the good result? How many sessions average? Yeah. Is it enough? One session, is it enough? So it really depends on what somebody's wanting to transform. Ну, это зависит от того, что конкретно вы хотите преобразовать. However, what I tell prospective clients is that most people within the first 1 to 3 sessions already notice benefits. Ну, я всегда своим клиентам говорю, что через 1, 2, 3 сессии уже будут заметны какие-то результаты положительные. Мгм.
And so that's a pretty awesome thing to be able to say that most people within 1 to 3 sessions are going to notice benefits in their own experience already. И тем не менее, действительно, люди через 1, 2, 3 сессии замечают положительные перемены. И это прекрасно. Мгм. Yeah. А приходилось ли Марку работать с психосоматикой, психосоматическими какими-то проблемами? Мгм. I'm sorry. Excuse me, please. Психосоматика так и переводится на английский. Mm. So, Mark, have you ever worked with psychosomatic things? Например, астма. Asthma? Oh, so there is an example recently. Well, yeah, with myself. Да, Um, с самим собой. yeah, so about a month ago, I was getting like an asthma kind of response happening for myself. И да, у меня вот месяц назад буквально случились астматические приступы. М. And it wasn't actually asthma, and it's something that I've had ongoing for maybe 20 years probably. И это не то, чтобы там какая-то действительно астма, это нечто, что происходило со мной, ну, вот уже как 20 лет. And it's something that would happen for a day, like once or twice a year, it would happen. Ну, и вот такое со мной происходило 1 или 2 раза в год. And I've been using a simple NLP technique to resolve it in the moment, but then it'll happen again in another year or so. И я использовала самые простые техники НЛП, чтобы вот решить эту проблему здесь и сейчас, но тем не менее потом это опять возвращалось. And so recently I started getting that response rather than like once or twice a year, it was happening like 3 or 4 times a week. И дальше все пошло по нарастающей. Это перестало со мной происходить 1 или 2 раза в год, это уже начало случаться 3-4 раза в неделю. And so I guided myself through the core transformation process several times when it would happen. И я тогда начал, когда со мной подобное происходило, я начал вести себя через процесс сущностной трансформации. And I could go into more details about the specifics of it, but after the most recent time, I haven't had that response again for, well, it happened once. It happened once in the last 2 months. И я бы, конечно, мог дальше вдаваться в детали, но я лишь скажу вам, что это перестало со мной происходить настолько часто. Теперь это ну, случилось со мной вот 1 раз за месяц. Мгм. And so it seems to be working. Ну, как Um, бы работает. and there's another example of somebody from our core transformation coach certification training who resolved his asthma. He actually had asthma. He resolved that through core transformation. И есть еще также пример человека, который сертифицировался на тренера по сущностной трансформации. У него была действительно астма, и так или иначе он полностью излечился. Вау, Mm. это очень Вау! крутой результат. It's Oh such a yeah, cool there's result. another. I'm О, just вот thinking of еще. another person that I worked with whose her blood pressure would skyrocket every evening. Her blood pressure would go to really dangerously high levels. И еще есть пример одной барышни, у которой просто скакало давление невероятно каждое утро до нереальных высот. And she was taking all of the Western medicines to try to control it, and wasn't able to control it with medication. Она принимала невозможное количество препаратов, но ничего не помогало. Контролировать давление было нереально при помощи лекарств. And core transformation wasn't the only method that I used with her, but it was the main one. И, конечно, метод сущностной трансформации был не единственный метод, который я использовала в работе с ней, но он был основным. And through our work together,
it's been many years now, and her blood pressure is doing really well. И мы работали очень много лет с ней, но сейчас, в данный момент, у нее давление в норме. Yeah. Спасибо за ответы, это очень вдохновляет. Thank you for your answers. It's inspiring. Yeah. Легко ли применять сущностную трансформацию для себя? Возможно ли это на себе применять процесс? Is it easy to guide yourself through the core transformation process by yourself? Yeah, I think it is. I mean, as easy as something can be to guide yourself, I think. Да, это очень легко. Это так же легко, как проходить себя So, самостоятельно через другой любой процесс. yeah, there are a lot of people who guide themselves, including myself, Очень много людей, кто сам выполняет процесс, включая меня, and get real good benefits from that. получают хорошие результаты. Мгм. And of course, it can also be a really nice thing to have somebody else guide you and just be free to have your experience and not need to track guiding yourself. Ну, тем не менее, это было бы здорово иметь партнера в этом процессе и просто идти через процесс, а не контролировать все этапы, Мгм. а просто получать опыт. Мгм. Спасибо. У меня Thank you. следующий вопрос. Это про сам семинар, который мы планируем. Вот за эти 6 дней научится ли человек проводить сам себя по процессу? Сможет ли человек после 6 дней делать сущностную уже для своих клиентов? There is a question about our future course. We are going to have the 6-day seminar. Is it possible to learn how to guide yourself for these 6 days? And is it possible for the person, for the coach, to guide his clients through the process of core transformation? Is it easy to learn on our seminar? Yeah, it is easy to learn. And there are lots of people who have just gone to this training that we're going to do together, hopefully with you all, or with many of you. There are a lot of people who've done this training, this 6-day training, and implemented this in their work with other people really successfully. Да, это действительно, это все очень легко, и у нас очень многие, пройдя наш тренинг, в дальнейшем включали процесс сущностной трансформации, включали эту технику в работе со своими клиентами, с этим проблем не будет. Мгм. Может быть, And also with themselves, successfully with themselves as well. Yeah. Ну и, конечно же, и с собой самими тоже прекрасно можно работать. Yeah, and in fact, until about 4 years ago, this was the only training we had. This, И так или иначе, в любом случае, вот этот тренинг еще 4 года назад он был единственный тренинг, который у нас был. and now we have the advanced training and coach certification. That's something that we've developed much more recently. А сейчас у нас есть и продвинутый курс. Сейчас мы выдаем, сертифицируем тренером, поэтому мы, конечно, в этом вопросе серьезно развились и продвинулись. Мгм. А, может ли Марк подробнее рассказать, что будет, хотя бы там 3 этапа, что будет на семинаре? Can you give us the details of what we are going to have in the seminar? Maybe some stages, maybe 3 main stages. Can you describe it? Yeah, so the main part of it is the core transformation process, which we've been mostly talking about already today. Ну да, самая основная и главная часть это будет процесс сущностной трансформации, о котором мы сейчас разговаривали. And in addition to that, you'll be learning a companion process aligning perceptual positions И в or aligning дополнение relationships. Мгм. И в дополнении мы изучим, как
как вести человека через этот процесс, как выравнивать пресуппозиции, как выравнивать свои отношения. And it's a companion process to core transformation that's very compatible. The, Very the aligning perceptual positions is a process that's very it pairs really well with core transformation. It goes with it really well. И мы изучим, что этот процесс, он, конечно, все-таки очень хорошо идет, когда выполняется в парной технике, когда он идет в каком-то партнерстве. And then in addition, we'll be learning parental timeline reimprinting. И мы, конечно же, и изучим временную линию родительскую, изучим римпринты, будем делать на эту тему. Which is a way of getting to basically have the benefits of, like, what if our parents and grandparents had full access to their core states when we were growing up? И мы поймем, как бы вели себя наши родители, если бы у них был бы доступ к этим возможностям до того, как мы выросли. Мы поймем, что такое расти у таких родителей. Yeah. And so, like, to use a metaphor, you know, with just one process, we can have a lot. Ну, и если использовать метафору, вот, например, с каким-то одним процессом мы можем получить очень много. With two processes, there's even more. But with three processes, it's like having three legs on a stool. You can really, it can really support a lot of change. С двумя процессами мы можем еще больше получить, но с тремя процессами у нас как будто бы будет 3 ножки у табуретки, и это огромная поддержка. Ну, примерно понятно, не сильно. но Okay, понятно. that's not exactly that we understood it, but okay, we got it. So maybe that's just to whet your appetite a little bit. I'm sure people will be able to read more information about these Yes. as well. Ну, может быть, у вас такой большой аппетит, но я думаю, что просто люди могут еще об этом побольше прочитать. Да. Насколько эффективно обучение онлайн? How do you think, to what extent the online distance learning is effective? Yeah, so well, we think it's effective because it's the only thing we do now here in the United States. Andreas, Мы думаем, что это очень эффективно, потому что, на данный момент это единственный способ, который мы применяем даже вот у нас в Соединенных Штатах. and so we are looking forward to having some in-person trainings again at some point. But one of the wonderful things about online is that it's so much easier to connect with people all around the world. Мы, конечно, сейчас хотели бы ищем возможность возобновления личных тренингов с личным присутствием, но самое замечательное относительно онлайн-обучения — это то, что мы можем связываться с людьми по всему миру. And in the trainings, with Zoom, we can have the exercises in breakout rooms with pairs, and so we really get the same level of practice with each other that we would get in a live training. И в Zoom мы можем разделить наших клиентов поместить их в сессионные комнаты, где они будут спокойно заниматься парными техниками. Поэтому у Zoom очень много возможностей, и, в общем-то, практически тот же самый уровень сохраняется и то же самое качество. And this is probably a good time to mention that the focus of this training is for your own personal growth and transformation. И сейчас как раз самое время отметить, что
основная цель этого тренинга — это ваша личностная трансформация и ваш личный рост. And for those of you who are wanting to use this with your clients, if you're a coach or a therapist, this is also the best way to get really good at this, at offering this to others, is to learn through experiencing it. Мгм. И так или иначе, для терапевтов, для тренеров личностного роста это замечательная возможность обучиться всему тому, чему мы вас будем здесь учить, и применять это потом на практике в своей уже работе. Мгм. Общие вопросы. Почему из всех техник НЛП Марк выбрал именно сущностную трансформацию? Он сказал, что сущностная одна из любимых его техник. Почему именно сущностная? М, how come that the core transformation is one of your favorite method in NLP? Why have you chosen exactly this method? Yeah, so a number of reasons. One is the deep transformation that I see take place with the process. Ну, много очень причин. И самое первое — это, конечно, те глубокие преобразования, которые происходят при применении и после применения этого процесса. And the other is that I think it's just really a beautiful thing to see the answers emerge from within somebody rather than me having to think something up and give it to someone. И самое главное для меня, как для терапевта, очень приятно видеть, когда сам клиент понимает, что ему нужно сделать. Он находит ответы внутри, а не мне приходится постоянно давать советы и говорить человеку, что нужно сделать. И это самое прекрасное в этой технике. And in addition to that being a really beautiful thing, it also makes my job so much easier. Ну и самое потрясающее — это то, что вот эта техника делает мою работу намного легче. So, you know, as a coach, um, the we experience core transformation to be like the most user-friendly method that a coach could have. И вот как тренер личностного роста я могу сказать, что это, наверное, самый безопасный, самый простой метод для использования и для коуча, и для клиента. And so when I was starting out in coaching people, um, whenever I was faced with a client situation where I had no idea what to do, I always did core transformation because there was always a way to get value through core transformation. И когда я только начал свой путь в качестве тренера личностного роста, в качестве коуча, я сталкивался с ситуациями, когда я просто не знала, что нужно делать конкретному человеку для решения его проблемы, но появлялась вот эта техника, и сразу же все решалось, и я как коуч приобретала определенную ценность. And just to add, I'm a coach, of course, but we have lots of therapists who learn this method, and many of whom say that this is like the secret to their success as a therapist as well. И я являюсь тренером по сущностной трансформации, но у меня есть в моей практике очень много терапевтов, которые говорят, что вот эти знания делают меня просто бесценным доктором, бесценным тренером для этих клиентов. И делают меня, конечно, более конкурентоспособным на рынке. Как давно преподает Марк? М, How long do you teach the core transformation? How many years have I been teaching it? Yes. Мгм. Oh, I don't know off the top of my head, but it's the М, first thing that I taught in NLP. So um, yeah, so over a decade. Более 10 лет. Мгм. А, К завершению идем. На такой And вопрос. so we're close to the end.
Стив и Канира Андреасы, родители Марка, они внесли, как мне кажется, огромный вклад в НЛП. И для нас в России это люди, ну, почти что легенды. Мы читали их книги, мы по ним учились. Каково это быть сыном таких потрясающих родителей, которые, я не знаю, может быть, с детства они НЛП на Марке применяли или как-то еще? Гордится ли он своими родителями? So Mark, Steve, and Kanira Andreas are the most outstanding people in NLP, and they're almost legends in Russia. So how does it feel to be their son? Have they ever applied any method on you since your childhood? And how do you feel about your parents? Do you proud about them? So I How feel does it feel to be their kid? Yeah, well, I feel really grateful that I am their kid. I think I lucked out. I got Я чувствую огромную благодарность родиться в такой семье. Я думаю, что мне нереально повезло. and maybe that's maybe that's the best answer right there. I feel grateful to both of my parents. Может быть, это самый лучший ответ. Моя невероятных размеров благодарность. И просто я очень счастлив родиться в такой семье. Я безумно благодарен отцу и матери. Мы тоже благодарны Канире, Стиву, Тамаре Андреас. Мы читали книгу «Сущностная трансформация», и мы практиковали по книге. Будет ли что-то полезное для тех людей, кто уже использует сущностную на этом семинаре? We are so grateful to Steve, to Kanira, to Tamara Andreas. We have read the book Core Transformation, and we are just applying everything on the practice. And is there something useful for those people who are already practicing the core transformation? По When I книге, was there? соответственно. Yes, who are practicing according to the book. Oh, yeah, absolutely. It reminds me of somebody who came to one of our core transformation trainings once. And he said, "Wow, you've really updated all the material. This is amazing." And actually, we hadn't changed anything. Конечно, будет бесспорно, это будет невероятно полезно, но так или иначе, знаете, у меня всплывает история, когда пришел к нам человек на тренинг, который прочитал нашу книгу, и когда мы провели тренинг, он сказал: «Боже мой, вы просто, это невероятно, вы все переделали, вы обновили информацию, это было просто, это невероятно, но мы-то ничего не меняли, мы оставили So, все как есть», но человек был доволен. yeah, so I forgot to mention, so he had taken the training like a decade earlier, and then he was taking it again with us, and thought we had just really improved the process, and it was the same training he had got 10 years earlier. Да, и потом он пришел к нам еще, то есть он 10 лет назад к нам приходил, пришел опять через 10 лет и снова был в восторге, что вы все просто переделали, вы все улучшили. And for myself, I took the training about 7 or 8 times with Tamara before I trained the process. И сам я проходил 7 раз этот тренинг с Тамарой до того, как вот я пришел в свою личную практику. And each time I learned a lot from the experience. И каждый раз я все равно что-то новое изучал. Каждый раз что-то, огромный пласт информации новой. So whether you've been through a core transformation training already or you've just had the book experience, we really encourage people to take the training again. People really get a deeper experience each time. И даже если вы читали книгу или даже если вы уже проходили этот тренинг, в любом случае, если есть желание, нужно приходить на тренинг, нужно получать этот опыт, потому что каждый раз вы будете получать более глубокий трансформационный опыт. And especially if you've only read the book, it's so valuable to have the in-person practice and experience with it.
И в любом случае, даже если вы читали только книгу, то бесценно будет то, что вы пришли лично получить этот опыт не со страниц книги, а лично. Мгм. Mm. Что бы Марк мог сказать тем, кто только начинает изучать NLP? Mark, do you have something to say to those who are just in the beginning of the way of learning NLP? Oh, yeah. So I think this course is like the perfect beginning in a sense. So, Этот курс просто замечательная возможность начать изучение. so I'm glad that you asked this because you don't need any NLP background to fully benefit from this course. Мгм. Я очень рад, что вы меня это спросили, потому что этот курс прекрасен тем, что вам не нужно никакие основы и знания НЛП, чтобы быть вовлеченным вот в эти процессы. And sometimes it's even the people who don't have the NLP background who really get it the fastest. И так или иначе, те люди, у которых нет опыта взаимодействия с НЛП, они получают результат даже быстрее. And we also have one of our colleagues in the United States. He's teaching a practitioner training and master practitioner. He starts it with core transformation. И вот у нас сейчас есть один товарищ, который ам, учит, а, преподает практический тренинг вот Because таким людям. one of the things for those of you who do have a lot of NLP training, you'll notice that in the core transformation process are a lot of the models that are taught in the NLP practitioner and master trainings. Вот когда мы с вами начнем учиться, вы, конечно, увидите, что очень много в технике сущностной трансформации взято из НЛП, из мастерского, из практического курса в том числе. So a lot of the NLP models are naturally built into the process, the core transformation Ам, process. Ну, это потому что так получилось, что очень много нюансов, очень много техник из НЛП, они как бы естественным образом встроены в процесс сущностной трансформации. So learning core transformation is going to give you a really wonderful foundation for the practitioner and further NLP trainings. И таким образом техника и процесс сущностной трансформации может послужить замечательной основой для дальнейшего изучения, более глубокого изучения НЛП, и с этими знаниями даже будет проще. Мгм. Спасибо. В целом у меня на сегодня вопросы закончены. Может быть, у Марины есть какие-то вопросы? Таня, Наташа, у нас еще есть вопросы в чате. Можем ли мы задать их Марку? Сейчас мы начнем с Да, я Марины, тоже, а да, потом... я тоже хотела бы, чтобы мы озвучили вопросы, которые наши участники сегодняшнего эфира писали, задавали. Давай зададим их. Okay, so we would like to ask you the questions of the participants of our meeting from the Yeah, chat. Мгм. great. Ам, Слышно? Теперь меня слышно? Я могу прочитать их или... Да, да. Да? Простите, пожалуйста, я не С понимаю, где какого их... возраста можно проходить сущностную и начинать изучать? What's the initial age that when you are allowed to go through the process of core transformation? Oh, like what would be too young to guide somebody through it? Мгм. Yeah, so generally around the important thing is that we're matching somebody's experience. So since core transformation is a parts model, we only want to use it when somebody already has a sense of inner division. So like around So, 13 or so. мгм. Около 13 лет, потому что это такой процесс достаточно глубокий, и уже у человека должен быть сформирован какое-то понимание себя.
И это 13 лет. Есть ли Мгм. какие-то противопоказания для проведения сущностной? Is there some don'ts for not having been guided through the process of core transformation? It's a remarkably universal process, and it's a process where we begin with any feeling, behavior, or thought that somebody wants to change. So that covers a lot. Um, So no don'ts. so so the important thing is starting with a feeling, a behavior, or a thought, something in direct experience that someone wants to change. So for example, if somebody came to me and said, I want to have, if they said, I'm just not confident and I want to be more confident, there's still a little bit more to do to find what's the feeling, behavior, or thought that they want to change. So no contradictions at all, right? Um, That's a universal process, and everyone with anything can go through it, right? well, what I would say is with any feeling, behavior, or thought that someone wants to change, that's not everything, but it's a lot. Ну, Yeah. процесс универсальный, противопоказаний практически никаких нет. Вы можете прийти с любой эмоцией, с любой мыслью, с любым чувством и проработать ее. Можно уточню вопрос? Want to Вот этот. clarify. Человек, который задавал этот вопрос, это Евгения Носова, вот она врач-психиатр. Вот. Есть ли какие-то противопоказания, например, в работе с какими-то подобными вещами? Может быть, какие-то обострения текущих заболеваний? Не стоит в это время, допустим, что-либо такое активное проводить. Потому что, допустим, ко мне обращался человек с такой просьбой, но он еще, скажем так, наблюдается у доктора, и вот его доктор, например, ему сказал, пока не будем использовать какие-то такие вещи. Психотерапевтическую помощь пока откладываем. Понятно, Наташа, Okay. то, что я спросила? Да, конечно, как поняла. Well, the thing is that the person who actually asked this question is a psychiatrist. And her question was about the contradictions. Maybe this process can lead to some aggravation, or maybe we cannot use it during the aggravation of some really, like, some harsh diseases, mental diseases. In my experience, I haven't found something like that. There's of course we want to have the sensitivity and the skill to work with if it's more challenging situations, and that's something that we go into in much more depth in the advanced trainings and the coach certification trainings. But it brings to mind somebody who's a licensed therapist we did a podcast with recently, and she's used core transformation with like all of the major people with major diagnoses. Now, yeah, go ahead. Translate that first. На моем опыте такого никогда не было, никакого вреда никому не было причинено. И этот процесс, он может использоваться абсолютно в любом состоянии. И мы даже недавно делали подкаст с моей коллегой, которая также является психиатром, тоже является психотерапевтом. И она делилась в этом подкасте опытом, как она применяла эту технику с такими, тоже непростыми основными заболеваниями ментальными. And so here's an important thing is that when we're using core transformation, we're not doing core transformation with a diagnosis.
somebody may or may not have a diagnosis, and when we're guiding them through the process, we're working with a feeling, a behavior, a thought that they want to transform. So that's really important to start with that direct experience. We're never trying to transform a diagnosis with core transformation. Самое важное здесь уяснить, что мы в процессе сущностной трансформации, мы не преобразуем диагноз. Мы работаем с эмоцией, мы работаем с мыслью, мы работаем с чувством. Но сам диагноз мы не трогаем. Человек, который к нам приходит, он в принципе может быть с диагнозом. Но мы не пытаемся этот диагноз трансформировать. Мы пытаемся трансформировать какое-то конкретное чувство. Понятно. Мы ведем через конкретный опыт, конкретные эмоции. And of course, if you listen to the podcast and have someone able to translate it for you, this therapist talks about how transformational this is to people who have had major diagnoses. Working with these feelings, behavior, thoughts, they've gotten huge transformation through the process of core transformation. И если вы послушаете этот подкаст или хотя бы найдете того, кто сможет его для вас перевести, то там терапевт делится очень важной, полезной информацией о том, какие потрясающие результаты мы получали, несмотря на непростые достаточно диагнозы. Окей. Спасибо. Thank you. Yeah, thanks. Таня, там следующий Еще вопрос. один вопрос с людьми, которые плохо слышат или очень старыми людьми. Можно проводить трансформацию? Is it possible to guide a deaf person through this, or a person who hears badly through the process, or very old person? Is it okay to guide them through the process? Sure. I mean, I haven't, but I don't know sign language. But if you knew sign language, then of course you could guide a deaf person through the process. Or someone who hears badly, who hears but not very good. So yeah, so who can hear. if somebody knows sign language, you could translate the whole process into sign language. If somebody is having hard of hearing, then of course you just need to find a way of communicating. That's the important thing. So, or very, very old person. Well, sure, you can guide anyone through as long as they can understand your instructions and do it. Мы, конечно, можем любого человека проводить через этот процесс, кто и понимает инструкции, кто вас слышит, да, но что касается слабослышащих людей или глухих людей, то, если вы знаете язык жестов, или владеете навыками сурдоперевода, то вполне. So if somebody had severe dementia or something like that made it so that they couldn't follow the process, then that would be something different. Если мы говорим же о людях, например, с деменцией, да, кто не понимает вообще уже, о чем с ним беседуют, то, конечно, это практически невозможно. Понятно. Можно ли для гармонизации своего состояния в работе сущностная трансформация может помочь? Вот еще раз, для гармонизации своего состояния в работе сущностная трансформация может помочь? Okay. And is the core transformation process helpful for the people who want to harmonize somehow his state during the work? I'm sorry, можно уточнить, в работе, в каком-то процессе рабочем или на рабочем месте, потому что там что-то происходит? Это вопрос из чата, я его просто прочитала. Может быть, неизвестно. Наверное, в общем формате, и в работе, и в каком-то конкретном процессе. Okay. Can core transformation harmonize? Wait a sec. В общем, can core transformation somehow be helpful to harmonize your state during the work or at work?
Oh, you yeah. were just doing any process at work, or when Yeah. you're involved in Yeah. some actions? Basically, anytime we're not in the state we want to be in, we can notice some feeling, some behavior, some response that's getting in the way of us experiencing the state we want to experience. And that's a perfect entry point into the process. Ну, конечно, можем, потому что мы всегда можем отследить какую-то эмоцию, с которой мы вступаем в работу, свое состояние, и это будет, замечательно просто, если мы в работе сможем себе помочь таким образом. Мгм. Спасибо большое. Участники тоже вот в чате пишут благодарности. Таня, там еще был один вопрос. Человек интересовался про бронхиальную астму и, как я так понимаю, спрашивал опыт Марка, к какому сущностному состоянию он пришел, работая с астматическим статусом. Mark, first of all, there are a lot of gratitudes from the chat to you for your detailed answers. And there was one more question about your asthma, about your being state, right? After you made the core transformation process, what result did you have? What was your being state after you applied that method on yourself when you tried to heal your asthma, your somatic problem? Yeah. So with that one, it was like a state of, the core state for me was, and sometimes it's hard to put these into words exactly, but I would describe it as wholeness, or like a oneness with everything. But the thing that was interesting about it was that I had this sense of like oneness, and also this insight that I can have an experience of oneness and still everything can have its right place in the world. Like, I don't need to be breathing in something that's not healthy for me to be breathing in, for example. Это порой бывает очень сложно описать словами, вот это состояние, которое ты получаешь после вот этого метода, но я все же попытаюсь это сделать, и, наверное, это было состояние какого-то единения. Я могу даже назвать это целостностью, как, некой целостностью, состояние целостности, единения. И я осознал, что теперь для меня дышать, вдыхать — это безопасно, я могу себе это позволить. And so I had actually been assuming that it was just a psychosomatic response that wasn't serving any useful purpose. И я теперь, конечно же, пришел к заключению, что вот это все, это действительно были какие-то психосоматические процессы, которые не имели отношения к каким-то физическим заболеваниям. И вот эти процессы соматические, эта болезнь, она не служила, не вела меня никакой благой цели. And so when Ничего I не had служила. and so when I had that experience of oneness and like everything in its right place, I suddenly had an insight that maybe I was actually reacting to some real thing that that I shouldn't be breathing. И когда я ощутил вот это состояние единения, и когда я понял, что все вещи, в общем-то, все расставлено по своим местам, я понял, что, вероятно, я действительно, вот астма — это была реакцией на какие-то реальные происшествия, которые я как бы не хотел вдыхать. And so I realized that I had actually used a different filter for my furnace in my house. And so I switched it back to the old filter, which was a more, a fine particulate filter, a better filter. Ну и, конечно же, я поменял фильтры в воздуховоде в своем доме и стал использовать более качественные. And that seemed to really help. И это помогло. Since this had been a kind of a weird response that I've had for 20 years randomly,
И It это never это была очень странная реакция моего тела, моего организма в течение вот уже 20 лет практически. it never occurred to me that this might actually be telling me something real, that I shouldn't be breathing. And so that was just an interesting example of when I had the core state experience, it was like I had access to more information, and this very practical solution came to me in this case. И позже я осознал, что действительно вот это астматическое заболевание, вот эта астма, она сообщала мне о чем-то, что я действительно не должен был вдыхать. И, в общем-то, я все понял, все исправил, пришел к нужным выводам. Yeah. Мгм. Мы уже 1:20 практически беседуем. Еще 2 вопроса в чате. Готов Марк еще ответить? It's almost half an hour that we are in this live broadcast, and we have 2 more questions. Do you have time to answer it? Yeah, I have all the time you want. Yeah. У меня Thank you. все ваше время, все мое время ваше. Можно ли сказать, что Марк находится теперь все время в сущностном состоянии? Mark, is it possible to say that you are in the core state all the time? No. Нет. But more and more, and it's the kind of thing that you know, what we do and the people we see who get the most benefit really take this on as a life practice. Ну, все больше и больше, тем не менее, я и с людьми, с которыми я встречаюсь, и, в принципе, в жизни я стараюсь все равно применять эту практику. Мгм. And I'm also grateful to all of my clients who I get to experience their core states, each person that I've guided through this process, and I know that I've gained a lot of benefits myself just from that. И я очень благодарен своим клиентам, благодаря которым я очень часто провожу эту практику, вхожу в определенное состояние. И я тоже таким образом кое-что для себя оттуда добираю. Мгм. Yeah. In addition to guiding myself, of course, and being Да, guided. в дополнение к тому, что я провожу эту практику с собой. И Мгм. Применим ли американский тренинг сущностной трансформации в России с другим мировосприятием? Вы имеете в виду, что в России другой менталитет? Да, Здесь об этом идет речь. да. Is that American training suitable for Russians? That we have absolutely different mentality? Is it like applicable transformation for Russia with absolutely different point of view? Oh yeah, definitely. And you know, like I mean, we have people who do our trainings from all over the world, all different cultures and continents. And one of the beautiful things about this process is that you start to see how, even on the surface level, it might seem that people have very different points of view, but we all have these same core states of being that we're wanting, and that's universal. Конечно же, применим. Мы применяем это. У нас сейчас учатся люди с разных стран, из разных континентов, и очень замечательно, потрясающе наблюдать, когда люди из разных культур, с разным совершенно менталитетом, когда становится понятно через этот процесс, что у нас у всех одинаковые сущностные состояния, и что мы можем их одинаковым способом привести их всех к одному знаменателю. And what I would also add to that is that, like, I know the three of you from traveling before the pandemic to Novosibirsk, and
feel very much an affinity in what we're all doing in bringing this work to people. Mark, I'm so sorry. I was somewhere affinity. in my core state or somewhere Yeah. else. I'll just say it again. So just in, I know the three of you from traveling and being with you in Novosibirsk. And at least from what I can tell, our perspectives aren't very different. Да, я знаю вас троих, это меня, Марину и Таню. Из своего первого путешествия сюда, в Россию, я точно знаю, что не такие уж мы и разные. У нас у всех одинаковые проблемы, одинаковые запросы, несмотря на разницу в культурах. Or at least no different than my friends here or in other countries. Как я успел понять, никакой разницы с моими друзьями здесь, в США или в других странах. Вы все одинаковые. А из каких стран приходят учиться вот к Марку на семинар? So, students from what countries are coming to your course? Oh, we have a lot of people from Europe and India, Australia, some even from like Indonesia occasionally. Let's see. Yeah, South America, Central, North America, really kind of all over. В общем, со всего мира, из Европы, из Индии, из Австралии, даже из Индонезии, из Южной Америки, из Северной Америки. В общем, Yeah, отовсюду. Africa as well. Даже из Африки также. Yeah. И мы теперь надеемся, что в России тоже распространится этот метод. So we Можно- hope so much that method will be so widespread in Russia also. Можно Yeah. я спрошу? Yeah. Mhm. And also, in our English trainings, we don't have as many from China, Taiwan, but Tamara teaches regularly in China and Taiwan. Но так или иначе, на наших тренингах не очень много людей из Китая и Тайваня, но вот Тамара много учит, много преподает в Китае и в Тайване непосредственно. Yeah, and also Japan as well. Tamara goes there, right? Yeah, Мгм. И из Японии также. Тамара туда тоже ездит, преподает там. Marina wants to ask you one question. yeah. Марк, очень большое спасибо за такие подробные ответы. Вот. И я хотела спросить следующее. Я читала про то, что были сделаны клинические исследования процесса сущностной трансформации. Идут ли они еще или уже завершили? Какие-то есть уже подведенные итоги? Mark, first of all, thank you for your detailed answers. We are so grateful to you. And the questions I wanted to ask you is about the clinical research on the core transformation process. Are they going on? Are they continuing, or they are stopped, or what's going on there? Yeah, so it's that's a really exciting. I'm glad you asked. So we're Хороший, about классный вопрос. Спасибо, что спросили. Yeah, so it is really exciting. The research we've been doing has been well, let me just start with this. So there's one study published already in a peer-reviewed journal. Ну, вообще, это замечательно, что идут исследования. И давайте я начну с того, что уже первая стадия, первые результаты опубликованы в одном из научных журналов. And that was published in 2019 by Dinesh from India, his В PhD. 2019 году это была опубликована эта статья. И by Dinesh, is that That's the name of the surname? man who. Да, ученым по фамилии Динаш, он из Индии. Yeah,
And so since then, now he's partnered with us. So each year that we've done our coach certification training, as part of the coach certification, our students guide a lot of people through the core transformation process. And so we have them do research questionnaires before and after their sessions with our students. Okay, so мы мы работали в партнерстве с этим ученым, да, и когда мы проводили наши мастерские и наши практические тренинги, мы нашим участникам выдавали специальные анкеты, специальные опросники для того, чтобы было в дальнейшем удобно нашему партнеру вроде нашему проводить клинические исследования. And so this is really exciting because what the research is showing is that not just that one person is effective with core transformation, but that our students in general are effective with core transformation. И это совершенно потрясающе, потому что клинические исследования показали, что не только какой-то один студент показывает эта техника показывает свою эффективность не только на каком-то одном студенте, а она в целом на всех показывает свою эффективность. And Клинические so, исследования в целом были очень положительные. yeah, and so the research is, let's see, my thought just disappeared there as well. Что-то я немножко потеряла свою мысль. So yeah, so the research that we've been doing shows really good results after just 2 90-minute sessions of core transformation. 2 minutes, 90 seconds. So 2 sessions of 90 minutes each. И самое замечательное, что наше исследование действительно очень положительные дало результаты и показало, что техника сущностной трансформации дает колоссальную эффективность уже после 2 сессий по 19 минут каждая. And we have a paper that's been in the works for the last 3 years that we're about ready to submit to a journal. So hopefully we'll have another published study soon. И у нас уже, в общем-то, готовы документы с исследованием, которые мы бы хотели также опубликовать в журнале, предоставить на суд общественности. Уже 3 года мы эту бумагу делаем, и вот надеемся, что скоро уже опубликуем. Классно. Cool. Yeah. And there's more too. There's more too that we have to write up. И еще две статьи, еще 2 исследования мы бы хотели написать. А можно я тоже задам свой вопрос? Ну, конечно. There's one more question from Dmitry. Yeah. Марк, скажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт работы с аутоиммунными заболеваниями через сущностную трансформацию? Mark, do you have the experience of working with autoimmune diseases through the core transformation process? Do you get what's I autoimmune? don't think that I have ever worked with somebody with an autoimmune disease where that was their goal to transform it. Я не припомню такого опыта, чтобы ко мне приходил человек с автоиммунным заболеванием с целью, чтобы его как-то трансформировать, это заболевание. It's possible that my aunt Tamara has worked with that, but I'm not sure. I'd have to talk with her. Yeah. Может быть, у Тамары есть такой опыт, но я не знаю, я должен с ней сначала поговорить об этом. I do remember one recent training where somebody, I don't know if it was an autoimmune thing, but somebody in the training with Tamara would get these big rashes on her skin. The big rashes, it's like sprain? Like red, itchy skin. Oh, okay. Psoriasis. Like rash. A Rash. rash. Yeah. Okay. Now I get it. У Тамары был на тренинге такой один товарищ, у которого был псориаз. And she was there in the training room and showed Tamara the rash, and they worked
they did core transformation, and it already looked better afterwards. Tamara could see. И он Тамаре показал вот эти свои, ну, некрасивые вот эти отметины все, и они поработали, и отметили, что это преобразовалось, выглядело презентабельнее, чем до. And I don't remember what the longer term follow-up with that was. I'll have to ask her about that. Ну, я уже там не помню все в деталях, все в подробностях, я должна ее уточнить это все. Thank you very much for the answer. Yeah, you're so welcome. Спасибо Марку огромное. Я предлагаю завершать на этом наше мероприятие. Thank you very much. I think this is time to end our conference. Это было очень важно получить ответы от Марка. And that was very important to get the answers from Mark, from И you. правда, прям от всего сердца большое спасибо. From the bottom of our hearts, thank you so much. И мы ждем начала семинара в апреле для нас. We're looking forward to for the course to start. Well, thank you all so much as well. It's really been a pleasure to reconnect and to share with all of you about core transformation, and looking forward to diving in much more depth and experience in the course. Спасибо вам всем большое. Это было прекрасно увидеть всех вас снова, поделиться с вами своими знаниями. Я жду не дождусь, когда мы сможем с головой нырнуть в наш семинар и получить новые знания. Я думаю, мы прощаемся с Марком, и у нас вот в чате тут пишут благодарности Марку. Mark, there are a lot of gratefulness in the chat for you. People are so thankful for you too. We're so happy to have you here. Great. I'm really happy to be here as well, and lots of fun memories from the first time in person there with you all. So looking forward to this collaboration again together. Очень много приятных воспоминаний с моего первого приезда сюда, к вам в Россию, и просто очень рад, что мы снова можем посотрудничать. Жду с нетерпением. Мы прощаемся с Марком, и пару сообщений для людей будет уже после. Окей, хорошо. So, я должна сказать прощаться, да, с Марком? Сказать, что чтобы он вышел, наверное, из чата, мы его Да, освобождаем. если он хочет, может. Mark, actually, this is the end. We can let you go to sleep. Okay. Let you off to bed. But if you want, you may stay Спасибо with us. большое. Mark, thank you so much. Thank you very much. Thank you all. Thanks so much. Take care. Bye-bye. Take care, you Bye. too. Все берегите себя. Всем пока, сказал Марк. Спасибо. Извините, пожалуйста, я могу, да, тоже выйти? Да, Могу? А как мне выйти? Приношу извинения. Выйти из конференции. Все, всем до свидания. Спасибо большое. Спасибо, Наташа. Goodbye. Вау, круто. Я очень переживала, как пройдет эфир. Я очень рада, что мы его наконец-то провели. Вау. Коллеги, участники, соответственно, понятно, что мы вас приглашаем на семинары. И тем, кто был сегодня с нами, для вас специальная цена на семинар. Соответственно, сейчас он стоит 40 тысяч рублей за 6 дней по 4 часа. В течение суток будет сейчас цена 30 тысяч. Если кто-то хочет еще присоединиться, то сейчас в чат отправлю. Ну, там уже есть контакты нашего менеджера, пишите ему. Я очень... Ну, это так круто, если мы, правда, сделаем в России сущностную трансформацию вот напрямую от Марка, потому что много ее преподаем, но с первоисточника никогда не было. Это первый раз. Фактически мы творим историю сейчас в России и привозим вот сущностную трансформацию, как она есть от Камиры. Поэтому
Приглашаю вас всех на семинар присоединиться. Это будет, я думаю, что очень круто. Ну, судя по тому, что на эфире я слышу. Вот, Марина, что ты еще скажешь? Нет, я тоже очень рада, довольна этой встречей. Марк ответил на все вопросы, которые мы даже больше, я сказала бы, больше ответил, чем мы планировали. Вот. И я считаю, это очень крутая техника. Не то, что я считаю. Я знаю, что это крутая техника, и поэтому, если кто-то находится еще сейчас в каких-то сомнениях, раздумьях, я вам рекомендую все-таки узнать, что это такое, и вы точно не пожалеете. И воспользоваться этим шансом. Вот. Спасибо. Круто. Спасибо вам всем, кто был. Марин, скажи еще раз даты и время. Значит, начало у нас будет 12 апреля. Вот, по новосибирскому времени, если мне память не изменяет, это 19:00 начало. Вот, будет по 4 часа первые 4 дня, и на следующей неделе 20-21. То есть 2 блока будет, 4 и 2 дня. Вот таким образом. Мы еще раз можем в чат отправить ссылку на страницу, где вся информация подробно изложена. Вот, почитайте. Если будут какие-то вопросы, либо здесь пишите, либо звоните по нашему телефону, спрашивайте, уточняйте какие-то детали, вот, и мы все ответим. Есть ли какие-то еще вопросы тех, кто еще пока остается здесь? Ну, наверное, нет. Кто-то спрашивал что-то? Добрый день, Марина, Кирилл. еще раз тогда спрошу я. То есть это онлайн, 4 часа эти онлайновых, правильно понимаю? Да, все верно. То есть, Онлайн, дома. то есть 12-го 4 часа, далее 13-го, 14-го, что-то я вот про 4 дня не поняла. Да, 12, 13, 14, 15. 4 дня по 4 часа идет. Это первый блок. И второй блок 20-21 апреля. Мы еще сюда информацию вот эту по дням пропишем, чтобы можно есть было это всё прочитать. Должно быть Да, это все полностью будет пройдено. онлайн. Да. Да. Понятно. Спасибо. Ага. Так, кто-то еще там задавал вопрос? Кирилл включал микрофон, что-то говорил, но, видимо, передумал. Ну, наверное, тоже про дни хотел, наверное, уточнить. Вот. Ну что, если вопросов нет текущих, мы еще раз информацию продублируем, напишем в чате, чтобы она была перед глазами, либо звоните, пишите там в WhatsApp, в Telegram по нашему телефону, мы ответим на все вопросы. Ну что, будем завершать? Спасибо вам Большое всем спасибо, кто задавал вопросы, принимал участие. До встречи на семинаре сущностной трансформации. Женя. Круто, спасибо. Спасибо. Классная была Спасибо. передача. Спасибо, Мария. Всё. Всем спасибо. До встречи. До свидания.